снова всем привет, это мастерская The Armory Smith Workshop, а я продолжаю делать армет Грифон, и я остановился на том, что мне нужно сделать теперь финальную поправку формы, рихтовку, сварку, чтобы довести купол до такого завершенного состояния. Первая половинка порихтована, левая половинка, и у меня на это ушло почти 2 часа, на самом деле это много. Вы заметили, что при рихтовке левой половинки это правой половинки, я регулярно подправлял ее под левую, потому что при рихтовке деталь плывет немножечко и теряется форма, при которой у нас подгонка хорошая. Не стоит проделывать всю работу и потом пытаться все подогнать одним разом. Лучше по чуть-чуть возвращать. Деталь еще помнит, где у нее что было изогнуто. И таким образом вы немножечко упрощаете себе работу. Конечно, хотел вложиться в 2 подхода, но получается мне нужен еще 3-й подход, потому что сейчас уже 9:30 вечера. Но все равно почти порихтованный шлем выйдет за 5 часов. И, наверное, за 1,5-2 часа я смогу его сварить и зачистить все швы. Таким образом, у меня должно получиться 7 рабочих часов. 7 часов на то, чтобы сделать такой купол. Все, 3-й подход, я готов продолжать. У меня осталась недорихтованная часть, как я говорил, снизу, хвостик этот. И мне нужно будет сейчас сварить его.
прошло 5 часов 15 минут. И я уже готов варить две половинки вместе. При сваривании двух половинок самым важным моментом будет это вершина шлема. Это своеобразный маячок. Я свожу вершину, и от нее я правлю уже лобовую часть и затылочную часть. То есть я свожу половинки вместе. Сварку не показываю, потому что это будет слишком резкий перепад света, и это не очень приятно смотреть. Купол готов. От начала работы прошло 6 часов 30 минут. Шлем сейчас не проварен внутри, потому что когда я буду сюда ковать забрало, то мне нужно будет еще немножечко подгонять друг под друга купол и забрало. Тут будет два подвижных визора. Поэтому я сейчас не провариваю, чтобы у меня была еще возможность где-то просадить или вытянуть шлем. Я думаю, что мне придется еще где-то здесь немного догибать. Скорее всего, я еще буду подрезать шлем. То есть фактически полностью работа с куполом не закончена, но продолжить ее можно только тогда, когда будут остальные детали, чтобы вместе их уже соединять, подгонять друг под друга. Но на данном этапе это уже видимый кусок работы, который необходимо сделать, чтобы делать забрало. То есть мы, когда собираем какие-то сложные вещи, делаем основу. В данном случае основа это купол. И к нему уже приделываем более маленькие детальки. Проварка внутри, наверное, займет 45 минут. Плюс подрезка, наверное, еще займет 45 минут. Грубо говоря, мне еще с этим куполом, наверное, работать час 30. И плюс 6:30 времени, которое уже потрачено, то в принципе, наверное, в такой купол хороший, готовый, со всеми подрезками, полностью законченный, все-таки получится 8 рабочих часов. Конечно, я думал, что у меня выйдет быстрее, но чтобы быстрее, наверное, мне нужно будет работать с оператором, потому что я трачу время еще на то, чтобы
выставить кадр, поменять аккумуляторы, ответить на какие-то звонки, вопросы и так далее, так далее. То есть, в принципе, меня отвлекают. К этому вопросу, насколько быстро можно сделать шлем, если постараться, я еще вернусь 100%. Ну а на этом спасибо за просмотры. Если вам понравилось, ставьте лайк. В дальнейшем я буду делать видео про забрала, как их делать. И всем спасибо, до встречи!